Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. В этом видео я вам покажу продолжение мастер-класса по вот такой вот красавице. Зайка это или кролик, кому как, но они почти ничем не отличаются, как по мне. Вот, поэтому продолжим. В прошлой части мы с вами связали туловище, ручки и ножки. Дальше будем вязать голову. Для этого берем бежевую пряжу, крючок номер 4 и вяжем петельку, 2 воздушные петли, все как обычно в начале, и 6 столбиков без накида в первую петельку. Пять, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида. Второй ряд я довязала, в третьем ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Довязала я этот ряд. Следующий ряд, 4, вяжем 6 столбиков без накида в начале ряда. Можно маркер поставить. 6 столбиков без накида провязали. И дальше вяжем 6 прибавок. Это 1 прибавка. 2 прибавка. 3, 4, 5 и 6. И 6 столбиков без накида до конца ряда. Это был 4 ряд. В 5 ряду вяжем снова 6 столбиков без накида в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А теперь вот где у нас были прибавочки, вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так делаем 6 раз. 1 столбик без накида, прибавка это 1 раз. Столбик без накида, прибавка 2 раз. Столбик без накида, прибавка 3 раз. Столбик без накида, прибавка 4 раз. Столбик без накида, прибавка 5 раз. Столбик без накида, прибавка 6 раз. Вот, выворачиваем вязание. Видите, уже такой вот носик в мордочке формируется. И осталось провязать до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд у нас 6, вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так делаем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида. Я вот 1 столбик без накида провязала и поставила маркер. И вяжу дальше 2, 3, 4 и прибавка. 1, 2, 3, 4 и прибавка. 1, 2. Этот ряд я закончила вязать, а дальше нам нужно провязать с 7 по 12 ряд включительно, по 36 столбиков без накида в каждом ряду.
то есть без изменений в каждую петельку по столбику без накида с 7 по 12 ряд включительно. Голову я связала, эту часть, о которой я вам говорила. Теперь вставим носик. Носик будем вставлять между 2-м и 3-м рядом. Вот у нас начало ряда. Находим как ориентир 3-й и 4-й ряд. Нет, не 3-й и 4-й, а 4-й и 5-й. Вот смотрите, это первый ряд у нас, начало. 2, вот 3 и 4 и 5. Там, где мы делали в 4 ряду 6 прибавок, там посерединке ряда. И одна прибавка, столбик без накида прибавка, тоже 6 раз. Вот находим это место. Видите? Между вот этими вот 6 прибавочек посерединке, но между 2-м и 3-м рядом. Вот первый ряд пропускаем, вот 2-й и 3-й. Где-то вот здесь вот посерединке поставим носик. Вот смотрите, у нас идет дальше 4-й ряд. Видите, в 4-м ряду вот эти вот 3 прибавочки, и тут где-то носик. Вот 4, 5, 6. Как раз вот так вот посерединке носик. А глазки у нас идут через ряд. Получается между 4-м и 5-м. Носик между 2-м и 3-м рядом. 2 и 3, а вот 4 и 5 здесь глазки будут. Глазки, смотрите, как ориентир в эту вот, так, 4 ряд, видите, 4 ряд, где у нас 6 прибавок. Вот в эту крайнюю прибавочку, прям вот посерединке туда, вот прям в нее. И в предпоследнюю прибавочку. У нас получится, да? Между 4-м и 5-м рядом. Вот 1, 2, 3, 4 и 5. Видите? В предпоследнюю. Вот последняя прибавочка из этих 6. Вот здесь вот начало, конец ряда. Вот в эту крайнюю прибавку от начала ряда. А здесь получается, если сюда идти, то в предпоследнюю у нас тут еще одна останется. Ну, вы увидите, чтобы у вас носик просто посерединке был. Если у вас как-то там, конечно, по-другому вязание идет, может, вы плотнее вяжете или наоборот рыхлее, может, у вас в другие нужно петельки ставить. Тут главное запомнить, что вставляем носик между 2-м и 3-м рядом. И потом уже, чтобы он был посерединке, между 4-м и 5-м рядом вставляем глазки. Все, сзади их фиксируем и будем вязать дальше. Сейчас я все зафиксирую. Вот так вот на данный момент получается. Вяжем дальше. У нас идет 13 ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. Я перенесу маркер. И вяжу дальше 4 столбика без накида, 1 убавка до конца ряда. Затем в 14 ряду провяжем 3 столбика без накида, 1 убавка, тоже так до конца ряда. Тоже 6 раз у нас так получится сделать. В 15 ряду вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка, тоже так до конца ряда. И тоже 6 раз у нас так получится сделать. После этого я добавляю наполнитель хорошенечко в голову. И дальше вяжу 16 ряд, 1 столбик без накида, убавка, тоже так до конца ряда, и заканчиваю убавочками. Сейчас я это все провяжу, покажу, что получилось. Вот такая вот голова получается. И сейчас нам надо будет ее пришить к туловищу. Можно иголкой, можно крючком. Голову фиксируем. Я фиксирую с помощью спиц. Такие вот у меня длинные спицы, 3 миллиметра. И я фиксирую голову с 2 сторон. Так, у меня тут стол скользкий. Сейчас я зафиксирую и покажу. Это мне так неудобно будет вам показать. Смотрите, вот так вот я зафиксировала. И теперь просто с помощью крючка я прошью эту голову по кругу. Я пришиваю против часовой стрелки. Получается, сначала в голову захожу,
а потом в тельце. И так по кругу буду идти. Вот видите, сюда прям зашла, ниточку схватила, протянула, вытянула. И вот здесь вот буду смотреть, чтобы это у меня все ровненько было. Периодически смотрите, чтобы у вас голова не съехала и вы ее ровно пришивали. Ориентируйтесь по глазам, носику. В общем, так пришиваем по кругу. Полностью ее пришили, тут узелок завязали, ниточку обрезали и все. Так вот я пришила голову. Пока он такой гуманоид получается слегка. Но потом будет красиво. Сделаем утяжку, все будет хорошо. Так, сейчас мы сделаем вот эти вот рукавчики. 4-й крючок, белая нитка. Я просто буду вот здесь вот под ручкой сначала присоединяю ниточку. Просто беру ниточку. Вот. И сюда ее хвостик оставлю, потом спрячу вовнутрь. Вот так вот вытянула петельку. И просто буду сейчас, вот где получится, заходить между петельками. Вот, допустим, вот так вот, да. Вот хватаю одну петельку, в другую захожу и провязываю столбик без накида. То есть, видите, вытянула и провязала. То есть будем просто их провязывать. Где получается, нам нужно ввязать вот так вот ручку полностью. Так, ну надеюсь, что у меня получится вам показать. Прям друг с дружкой рядышком заходим. Я хочу сюда подальше. Вот так вот и столбик без накида провязываем. Здесь это неудобно, но пока мы не сделаем эти петельки, это неудобно. Потом нормально будет. И примерно одинаково считайте, сколько вы здесь делаете петелек. Столько, чтобы и на другой стороне, на другой ручке сделали, чтобы у вас рукавчики одинаковые были. То есть тут вот идем просто вот так вот в каждую петелечку. Это далеко, мне кто-то здесь надо. Это мне еще, видите, я так показываю, потому что от меня игрушка сейчас довольно далеко. Когда у вас игрушечка рядом с вами, это делать гораздо проще. И так как я снимаю видео и показываю вам, то, конечно, тяжело мне, видите, тут нормально провязать. Так, давай. Вот так вот. Ну и тут вокруг ручки идем, закругляем. Видите, как оно уже получается? Отсюда сюда. И тут еще, наверное, сейчас одну петелечку провяжу. Так, где я тут закончила? Вот сюда вот как
вовнутрь больше. Оп, оп. Есть воздушная петелька. И идем теперь в обратную сторону. Провязываем. По всем петелькам провязываем. Просто тоже столбики без накида. Тоже заходим в каждую петельку. По 2 столбика не надо, то рукав будет такой сильно пышный. Ну, в принципе, если вам нравится, можете и так провязать. Я просто провязываю вот так по столбику без накида в каждую петельку. Так вот я обвязываю. Вот видите, у нас вот так вот получилось. И теперь здесь тоже делаем воздушную петельку и в обратную сторону еще один ряд провязываем точно так же столбиками без накида. Вот, смотрите, я провязала это все. Теперь отрезаем ниточку, немного оставляем. Здесь мы можем вытянуть. И тут уже смотрите, либо вы хотите поплотнее сделать, вот тут вот сразу можно связать узелочек, да, либо ниточкой, ну, петелька сюда вот зайти и протянуть. Но я так не хочу, я хочу, чтобы у меня было вот как здесь, видите? То есть я сюда закончу и сюда. Но, кстати, у этого зайки я уже их больше соединила. То есть тут я выйду посерединке. Видите, чтобы у меня нитка не с края была, вот даже еще ниже сейчас сделаю. Вот так вот. Эту нитку тоже я, значит, ниже немножко опущу. Вот так вот. И здесь я просто их сначала свяжу узелком, наверное. А можно не узелком, можно сюда просто вот так вот присоединить. Видите, я сюда захожу и за ниточку хватаюсь и вытягиваем. Видите, уже подтягивается. И точно так же эту штуку с этой стороны. Сюда вытягиваем. Вот так вот есть. Теперь еще повыше затягиваю ниточку. Вот так. И тоже ее тут сюда вот протяну. Короче, тут как хотите, так и закрепите. Потому что я что-то не уверена, что я нормально объясняю. Ну, в общем, так, чтобы был рукавчик. Здесь я завяжу узелок. Вот так. Завязываю узелок. Да что такое? Эта ниточка первая была коротенькая. Вот так вот завязала и вовнутрь, прям туда в рукав, видите, вовнутрь я сейчас это все счастье спрячу. И все, видите, у меня здесь вот так вот получилось. И здесь вот так тоже. Ну, красота же. Мне очень нравится. Смотрите, и сзади
Такие рукавчики классные получаются. Ну и все, с этой стороны точно так же делаем сейчас самостоятельно. Сделала я рукава. Давайте сейчас сделаем утяжку. Берем ниточку плотную, которая вообще не рвется. Заходим вот здесь вот посерединке головы. Вот. Тут плотненько держится. И теперь здесь вот посерединке, видите, вот сюда к носику идем в серединку и вот к ближе к глазкам, ну, в тот ряд, где глазки. Подтянули немножко. И вот через петельку снова идем вниз. И сплюскиваем саму мордочку. Так. Теперь к глазику выйдем. К глазику мы выйдем сюда. Тоже все подтягиваем. Каждый раз будем подтягивать. И оно в итоге нам утянется так, как нужно. Здесь тоже через петельку к другому глазику. Вообще у нас принцип будет какой там, это не важно в какой последовательности. Мы будем утягивать глазки между собой, так друг к дружке. И вот так вот сплюскивать мордочку, поэтому вот так вот нам и нужно будет друг к другу ходить. Сейчас выйду сюда, снова вниз. Да, иголочку взять, наверное, побольше, потому что неудобно подтягивать. Вы будете смотреть по своей игрушке, где вам больше нужно утянуть, вот в ту часть идем головы. Как вы хотите, чтобы ваш кролик выглядел. Потому что тоже утянуть можно по-разному. Вот смотрите. Здесь у меня мордочка и здесь, видите, они отличаются. Здесь я, получается, и посерединке еще заходила и утягивала. Ну, вот так вот, сплюскивая. А здесь я этого не делала. Видите, у меня здесь такая вот штучка идет выпуклая. То есть тут я больше утягивала сами глазки и серединку. То есть я шла больше от глазика к серединке. Ну и мордочки, конечно, отличаются. Ну и та прикольная. Поэтому вы уже выбирайте сами, как вам больше нравится. Или как получится. Бывает, хочешь одно сделать, ну а в итоге получается другое. Так тоже бывает. И у меня тоже такое бывает. Тут я все равно хочу немножко утянуть посерединке. Мне прямо оно просится. Так. В общем, принцип понятен. Сейчас я возьму еще доделаю.
поближе к себе игрушку возьму, доделаю так, чтобы мне нравилось. А то сейчас мне не очень нравится. И покажу вам, как у меня получится. Ну, принцип понятен. То есть нам нужно глазки между собой подтягивать и вот здесь вот посерединке мордочку. Ну, уже прикольненько. В общем, сейчас еще немножко тут пошаманю и покажу. Так, в итоге вот что получилось. Красота. Красота. Так, сейчас вот думаю, или ушки сделать, или сделаем сразу шортики. Наверное, сразу шортики. Или как лучше вам показать?